Думаете, самые опасные места на планете – это вулканы или ядовитые джунгли? Вы ошибаетесь. Самые страшные точки Земли – это острова. Маленькие клочки суши, отрезанные от цивилизации водой, где правила мира перестают работать. Некоторые из них выглядят как открытки из туристических журналов. Лазурная вода, белый песок, зеленые холмы. Но стоит сделать один шаг на берег, и вы оказываетесь внутри эксперимента природы, катастрофы истории или смертельной ловушки. Сегодня мы отправимся в путешествие по 11 самым опасным островам планеты. Некоторые из них населены хищниками и ядовитыми существами. Другие скрывают радиацию, токсичные газы и биологическое оружие. А один остров настолько опасен, что его существование – угроза для всей планеты. И поверьте, когда вы дойдете до последнего острова, станет понятно, почему люди предпочитают даже не упоминать его название. Думаете, в Европе больше не осталось запретных мест? Думаете, все древние ужасы давно стали музейной историей, аккуратно упакованной в учебники? Вы ошибаетесь. В самом сердце одной из самых красивых лагун мира, всего в нескольких километрах от туристической открытки под названием Венеция, существует остров, о котором предпочитают не говорить даже местные рыбаки. Он зеленый, тихий, старые кипарисы качаются над водой, а красная колокольня поднимается над руинами, как будто это обычный забытый монастырь. Но этот остров – Павелья. И если верить историкам, археологам и тем немногим людям, кто решался приблизиться к его берегу, половина земли здесь состоит из человеческого пепла. С воздуха Павелья выглядит почти идиллически. Лазурная вода Венецианской лагуны мягко обтекает зеленый клочок суши. Кусты олеандра, заросшие тропинки, старые каменные здания, медленно разрушающиеся под солнцем и ветром. Если смотреть издалека, это место похоже на райский остров, забытый временем. Но стоит узнать его историю, и идиллия исчезает. В 1348-м Европа столкнулась с катастрофой, которая изменила континент навсегда. Это была эпидемия, вошедшая в историю как «Черная смерть». Чума уничтожала города быстрее, чем люди успевали хоронить мертвых. Власти Венеции приняли жестокое решение. Всех, у кого появлялись симптомы – кашель, кровь, черные опухоли на коже – немедленно отправляли на остров Павелья. Без суда, без надежды. Лодки с больными приходили сюда каждый день. Иногда вместе с ними привозили и здоровых людей, тех, кто просто жил рядом с зараженными. Остров превратился в нечто вроде чашки Петри для чумы. По оценкам историков, здесь погибло более 160 тысяч человек. Когда места для могил закончились, тела начали сжигать прямо на земле. Пепел смешивался с почвой. Со временем сама земля острова стала серой, как будто пропитанной смертью. Но история острова Павелья на этом не закончилась. Спустя столетия, когда чума ушла из Европы, остров снова решили использовать. В 1922 здесь открыли психиатрическую больницу. Официально для лечения пациентов, неофициально для экспериментов. Главным врачом стал человек по имени доктор Джорджио Ванелли. По воспоминаниям медсестер, он был одержим идеей изучить страх и безумие. Пациенты рассказывали, что ночами доктор поднимался на старую колокольню и слушал тишину острова, а потом начинал проводить процедуры. Лоботомии, электрошок, операции без анестезии. Один из пациентов позже утверждал, что доктор говорил ему: «Ты слышишь их? Они все еще здесь». Со временем персонал заметил странные изменения. Доктор начал жаловаться на голоса. Он говорил, что слышит крики людей, умерших во время чумы, что остров – это ящик Пандоры, полный душ. А затем произошел инцидент, который навсегда закрепил за островом Павелья репутацию проклятого места. В 1930-м доктор поднялся на вершину колокольни больницы. Свидетели рассказывали, что он выглядел как человек, который пытается убежать от чего-то невидимого. Перед тем, как прыгнуть, он якобы закричал: «Они не дадут мне уйти». Он упал на каменный двор. Некоторые говорят, что он умер мгновенно. Другие утверждают, что перед смертью он шептал, будто остров забрал его душу. После этого больницу закрыли. Официально из-за плохого состояния зданий.
неофициально из-за слухов. Сегодня остров Павелья официально закрыт для посещения. Итальянские власти запрещают высадку на остров. Местные рыбаки обходят его стороной. Они говорят, что ночью иногда слышен звук колокола. Проблема в том, что колокольня разрушена уже почти 100 лет. Если вы стоите на лодке в лагуне и смотрите на этот остров сейчас, вы увидите только руины. Старые кирпичные стены, окна без стекол, заросшие коридоры больницы. Но если ветер меняется, можно почувствовать странный запах. Смесь соленой воды, влажного камня и старого пепла. А иногда абсолютную тишину. Ту самую тишину, которая бывает только там, где когда-то умерло слишком много людей. Остров Миякадзима, Япония. Токсичный остров серного дыхания. С высоты спутника этот остров выглядит почти идиллически. Небольшой зеленый клочок земли посреди Тихого океана. Крутые скалы, густые леса, спокойные рыбацкие поселения. Солнце отражается в воде, а над побережьем летают чайки. Но есть одна странная деталь. Все жители острова постоянно носят противогазы. Это Миякадзима, один из островов архипелага Идзу, расположенный примерно в 180 километрах от Токио. И причина – вулкан Аяма. В 2000 году он проснулся. Не было огромного извержения, не было потоков лавы. Было кое-что гораздо хуже. Из трещин в земле начал выходить сернистый газ – диоксид серы. Концентрация достигала 10 тысяч тонн в сутки. Это уровень, способный убить человека за несколько минут. Правительство Японии эвакуировало всех жителей острова. Миякадзима превратился в пустой вулканический город-призрак. Но спустя несколько лет людям разрешили вернуться. При одном условии – всегда носить противогазы. Даже сегодня на острове установлены датчики газа. Если уровень серы повышается, звучит сирена, и жители надевают маски. Молодой рыбак Кензи Такахара решил выйти в море ночью. Он снял противогаз, всего на несколько минут. Ему казалось, что запах серы уже не такой сильный. Когда его нашли утром, он лежал на причале. Спасать было некого. Остров пахнет гнилыми яйцами и горячим камнем. Ветер несет тяжелый запах серы. И кажется, будто сама земля медленно выдыхает яд. Но это только начало нашего списка. Думаете, на Земле еще остались места, куда человек просто не может ступить? Места, где сама природа выставила табличку. Вход запрещен, смерть гарантирована. Вы ошибаетесь, если думаете, что таких мест больше нет. В Атлантическом океане, всего в 35 километрах от побережья Бразилии, лежит маленький зеленый остров. С высоты спутника он выглядит почти райским. Густые изумрудные джунгли, скалы, разбивающиеся о лазурную воду, стаи морских птиц. Типичная тропическая открытка. Но это обман. Добро пожаловать на остров Кеймада-Гранди, место, которое бразильские моряки называют «Змеиный ад». С моря остров кажется тихим. Ветер колышет низкие деревья, белые чайки кружат над скалами, а океан разбивается о берег мягким глухим ритмом. Но стоит сделать один шаг вглубь острова, и идиллия исчезает. Здесь на каждом квадратном метре может находиться одна змея, иногда больше. Главный хозяин острова – Bothrops insularis, золотистая копьеголовая гадюка. Один из самых редких и самых ядовитых змеиных видов на планете. И один из самых смертоносных. Когда-то, около 11 тысяч лет назад, уровень океана поднялся после окончания ледникового периода. Небольшая гора у побережья Бразилии оказалась отрезана водой. Животные, оказавшиеся на вершине, стали пленниками нового острова. Среди них были и предки копьеголовых змей. Но на острове почти не было млекопитающих. Никаких крыс, никаких обезьян, только птицы. Чтобы выжить, змеи эволюционировали и стали совершенно другим существом. Их яд стал в 3-5 раз сильнее, чем у материковых родственников. Он действует мгновенно, разрушает ткани, вызывает внутреннее кровотечение и буквально растворяет плоть. Эволюция превратила остров в гигантскую чашку Петри, где миллионы лет шел один эксперимент. Эксперимент под названием «Идеальный хищник». Человеческая ошибка. В начале 20 века люди все же попытались поселиться здесь.
На острове построили маяк, чтобы корабли не разбивались о скалы. В нем жил смотритель со своей семьей. Согласно местной легенде, однажды ночью они забыли закрыть окна. Змеи почувствовали тепло. Они заползли внутрь. Сначала одна, потом десятки. Говорят, смотритель попытался выбраться наружу, схватив фонарь и выбежав к лодке. Его нашли позже на склоне холма. Он не успел, спасать было некого. Рыбаки иногда высаживались на остров в поисках бананов и фруктов. Один из них по имени Жозе решил зайти вглубь леса. Он сделал несколько шагов. Потом остановился. Под ногами что-то шевелилось. Он посмотрел вниз. Змеи. Десятки. Говорят, он успел крикнуть только одну фразу. «Боже, они везде». Сегодня остров закрыт для посещения. Бразильское правительство официально запретило людям высаживаться на остров Кеймада-Гранди, и это не туристическое ограничение, это мера выживания. По оценкам биологов, на острове может жить от 2000 до 4000 змей. Некоторые участки настолько плотны, что на одном дереве можно увидеть сразу несколько змей. Единственные люди, которым разрешено высаживаться здесь – ученые и военные. И даже они делают это в тяжелых защитных костюмах. Представьте, что вы стоите на этом острове прямо сейчас. Ветер несет запах влажных листьев и соли. В траве слышится тихое шуршание. Не одно, сразу несколько. Где-то рядом сухо треснула ветка. Вы опускаете взгляд. Золотая чешуя медленно скользит между корней деревьев. Еще одна. И еще. Остров не шумит. Он шипит. И в этой тишине становится ясно одно. Здесь человек не хозяин. Он просто добыча. В теплых водах индонезийского архипелага, среди россыпи зеленых островов, лежит место, которое туристические буклеты называют тропическим раем. Лазурная вода, коралловые рифы, розовые пляжи и холмы, покрытые мягкой саванной. Но этот рай – лишь фасад, потому что этот остров принадлежит хищнику, который пережил ледниковый период. Это остров Комодо. Часть дикого архипелага Малые Зонские острова. И здесь правит существо, которое выглядит как сбежавший из мезозоя монстр – комодский варан. С высоты остров выглядит безмятежно. Желто-зеленые холмы плавно спускаются к океану. Ветер гонит сухую траву. Море спокойно. Но под этой тихой декорацией скрывается самая большая ящерица на планете. Взрослый комодский варан достигает 3 метров в длину и может весить более 90 килограммов. Его челюсти усеяны зубами, напоминающими зубы акулы, зазубренные, изогнутые назад. Но настоящая опасность не в зубах. В нижней челюсти варана находятся ядовитые железы, выделяющие коктейль токсинов, вызывающих падение давления, шок и массивную кровопотерю. Укус – это не просто рана. Это медленный смертный приговор. Местные жители знали об этих чудовищах столетиями. Они называли их ора – драконы. Но внешний мир узнал о них лишь в начале 20 века. Голландский офицер Ван Стейн ван Хенсбрук услышал от рыбаков странные рассказы. Они говорили о гигантских ящерицах, которые нападают на оленей и способны разорвать буйвола. Сначала он решил, что это миф. Но через 2 года зоолог Питер Оуэнс получил первые доказательства – шкуру и кости огромной рептилии. Мир был потрясен. На планете все еще существовал хищник из доисторической эпохи. И все же люди приходят сюда. Иногда слишком самоуверенно. В 2007-м швейцарский турист Рудольф Готшальк решил прогуляться по острову без сопровождения рейнджеров. Он шел по тропе, фотографируя саванну. Тишина. Потом движение в траве. Один варан вышел из кустов. Затем второй. Готшальк попытался отступить. Поздно. Ящерицы атаковали. Первый удар хвоста сбил его с ног. Затем укус. Рейнджеры успели спасти туриста. Но врачи позже сказали, яд и потеря крови могли убить его в течение часа. На этом острове достаточно одной ошибки. Сегодня остров входит в состав Национальный парк Комодо. Здесь живет около 3000 комодских варанов. Они охотятся на оленей, кабанов. Они могут чувствовать запах крови на расстоянии до 9 километров. Могут бежать со скоростью 20 километров в час. И могут ждать часами, днями, потому что варан не торопится.
Он знает, достаточно одного укуса. И тогда добыча сама умрет через несколько часов или дней, а хищник просто пойдет по запаху. На этом острове человек не вершина природы. Здесь правят драконы. Здесь вы не исследователь, не турист. Вы – еда, которая еще не поняла, что ее уже нашли. Бикини-атолл. Место, которое выглядит как открытка из туристического рая и одновременно как один из самых мрачных экспериментов в истории человечества. Думаете, самые страшные места на Земле выглядят как выжженные пустыни или черные кратеры? Иногда смерть прячется в идеальном раю. В центре Тихого океана, среди бирюзовой воды и ослепительно-белых пляжей, лежит цепочка коралловых островов. Лазурная лагуна, теплый ветер. Пальмы медленно покачиваются над прозрачной водой. Рыбы переливаются всеми цветами радуги. Идиллия. Но это иллюзия. Потому что под этой безмятежной водой лежит один из самых опасных радиоактивных кладбищ на планете. Добро пожаловать на Бикини-атолл. Рай, превращенный в ядерный полигон. Атолл состоит из 23 небольших островов, окруженных огромной лагуной площадью более 600 квадратных километров. Когда европейцы впервые увидели эти места, они назвали их воплощением тропической мечты. Но в 1946-м сюда пришла новая сила. Не природа, не шторм и не вулкан. Человек. И его самое разрушительное оружие. Соединенные Штаты начали масштабную программу испытаний атомного оружия. Атолл выбрали по простой причине. Он был удален от больших континентов. Для военных это было идеальное место. Для жителей – приговор. Летом 1946 года началась операция Crossroads. В лагуне собрали настоящий флот-призрак. Более 90 списанных кораблей, линкоры, авианосцы, подводные лодки. Их превратили в мишени. 1 июля 1946 года над лагуной взорвалась первая атомная бомба. Гриб поднялся на высоту 6 километров. Океан взорвался. Через несколько секунд ударная волна разорвала корабли как игрушки. Но это было только начало. 1 марта 1954 года Соединенные Штаты провели самый мощный тест в истории полигона – Касл-Браво. Мощность взрыва – 15 мегатонн. Это в 1000 раз сильнее бомбы над Хиросимой. Ученые просчитались. Серьезно. Радиоактивное облако оказалось в 2 раза больше прогнозов. Пепел начал падать на соседние острова, как снег. Белый, красивый, смертельный. За 12 лет здесь взорвали 23 ядерных устройства. Многие корабли на дне лагуны до сих пор лежат там. Скелеты холодной войны. Вода выглядит идеально прозрачной. Но некоторые участки дна все еще излучают радиацию. Словно океан помнит. Сегодня Бикини-атолл формально открыт для дайверов. Парадокс – это один из самых красивых дайв-сайтов на планете и один из самых радиоактивных. Корабли покрыты кораллами. Линкоры выглядят как подводные соборы. Но на некоторых островах все еще нельзя жить. Почва заражена цезием-137. Кокосы накапливают радиацию. Еда становится ловушкой. Тихий океан дышит медленно. Пальмы шелестят на ветру. Никаких городов, никаких людей, только белый песок и тишина. Но если копнуть землю всего на несколько сантиметров, дозиметр начнет щелкать. Сухо, металлически. Звук атомного века, который до сих пор живет под этим тропическим раем. Думаете, что биологическое оружие — это стерильные лаборатории, стеклянные колбы и секретные базы, спрятанные где-нибудь в пустынях? Вы ошибаетесь. Иногда самым опасным лабораторным столом становится обычный остров. Посреди холодных вод у северо-западного побережья Шотландия лежит маленький клочок земли – остров Груинард. На первый взгляд – типичный северный пейзаж. Низкие зеленые холмы, серые скалы, омываемые холодным атлантическим ветром, тихие воды залива, где иногда проходят рыбацкие лодки. Почти идеальная открытка из дикой природы. Но этот остров десятилетиями был биологической бомбой замедленного действия. Все началось в разгар Второй мировой войны.
Британское правительство панически ищет способы остановить возможное вторжение нацистской Германии. И тогда появляется проект под кодовым названием Operation Vegetarian – план превращения сельского хозяйства Германии в гигантскую зону заражения. Оружие – не бомбы. Оружие – бактерии. Ученые из Портон-Даун выбирают идеальный штамм – Bacillus anthracis – возбудитель сибирская язва. Микроскопический убийца. Споры этой бактерии могут жить в почве десятилетиями. Без воды, без света, без воздуха. Идеальная машина смерти. Чтобы проверить оружие, военные выбирают изолированную лабораторию под открытым небом. Остров Груинард. Лето 1942 года. Военные привозят на остров несколько десятков овец. Животные спокойно пасутся на траве, не подозревая, что участвуют в одном из самых мрачных экспериментов в истории. На расстоянии устанавливают взрывное устройство. Внутри бомба, наполненная спорами сибирской язвы. Раздается глухой хлопок. Ветер подхватывает невидимое облако. Через несколько дней овцы начинают падать одна за другой. Судороги, кровь из ноздрей, температура. Спасти было некого. Эксперимент оказался пугающе успешным. Споры проникли в почву, в траву, в ветер. Остров стал биологической ловушкой. Спустя 10 лет один из исследователей, биолог, чье имя долго держалось в секрете, нарушил протокол безопасности. Он решил проверить, насколько опасна почва. Он снял защитные перчатки. «Если бактерии все еще активны, мы должны знать», — сказал он коллегам. Он коснулся земли. Позже он признавался. «В тот момент я понял, что держу в руках смерть. К счастью, заражение не произошло. Но анализы показали страшное. Почва была насыщена спорами. Остров официально объявили запретной зоной. Более 40 лет остров Груинард оставался закрытым. На картах его помечали предупреждением: высадка запрещена, почва заражена. Даже чайки избегали некоторых участков берега. Тишина здесь была особенной, неприродной, лабораторной. Только в 1986-м британское правительство решилось на очистку острова. Операция была масштабной. Тысячи тонн почвы обработали раствором формальдегида. На остров вылили более 280 тонн химикатов. Землю буквально промыли ядом, чтобы уничтожить другой яд. Лишь в 1990-м остров официально объявили безопасным. Сегодня остров Груинард снова выглядит мирно. Трава колышется на ветру. Чайки кружат над скалами. Море тихо разбивается о камни. Но ученые знают одну неприятную правду. Споры сибирской язвы могут выживать более 100 лет. А значит, где-то под этой зеленой травой все еще может лежать невидимое наследие войны. Без запаха, без цвета, без звука. Просто споры, которые ждут. Думаете, вулканы – это просто огненные горы, медленно дышащие где-то на горизонте? Вы ошибаетесь. Некоторые из них не спят. Они смотрят, они ждут. И один из них, Уайт-Айленд, не просто вулкан. Это открытая рана Земли, которая никогда не затягивается. С высоты он кажется почти нереальным. Лазурная вода Тихого океана, белоснежные облака пара, мягкие очертания острова, словно вырезанного из сна. Туристы улыбаются, делают фотографии. Катера мягко качаются у берега. Все выглядит спокойно. Но это иллюзия. Под этой красотой кипящий ад. Кратер острова – это гигантская чашка Петри, наполненная кислотой, серой и газами. Земля здесь не просто горячая, она живая, она дышит и иногда взрывается. История Уайт-Айленд – это хроника постоянного риска. В начале 20 века здесь добывали серу. В 1914 году произошел обвал кратера, похоронив под лавиной грязи и пепла 10 рабочих. Спасать было некого. Остров просто стер их с лица земли. Но настоящая трагедия развернулась позже. 9 декабря 2019 года группа туристов высаживается прямо в кратере. Среди них гиды, фотографы, обычные люди, которые хотели прикоснуться к вулкану.
Камеры фиксируют пар, глухое шипение, странную тишину. И вдруг взрыв. Ни предупреждение, ни толчок. Просто мгновенная детонация перегретого пара. Облако пепла, камней и ядовитого газа накрывает людей за секунды. Один из гидов кричит: «Бегите! В лодке!» Но бежать уже некуда. Воздух обжигает легкие. Кожа плавится от температуры и кислоты. Люди падают прямо там, где стояли. 22 человека погибли. Многие позже, в больницах. Их тела были обожжены так, будто они оказались внутри печи. Сегодня Уайт-Айленд закрыт для туристов. Но он не стал безопаснее. Он просто стал тише. Вы стоите на краю кратера. В нос бьет запах серы, густой, как гниль. Земля под ногами вибрирует, словно сердце, которое бьется слишком быстро. Где-то в глубине глухое бульканье, как будто сама планета переваривает что-то живое, и вы вдруг понимаете простую вещь. Это не место для человека. Это место, где Земля напоминает, она не принадлежит нам. В самом сердце Индийского океана, среди россыпи изумрудных островов архипелага Андаманские острова, лежит крошечная точка – Северный Сентинель. Крошечный клочок суши в Бенгальском заливе, окруженный бирюзовой водой и невидимой стеной из страха, стрел и федеральных законов. С высоты птичьего полета это место кажется открыткой из туристического буклета. Изумрудные джунгли, окаймленные ослепительно-белым песком, и лазурная прозрачная вода, в которой лениво играют солнечные блики. Настоящий первозданный рай, затерянный в Индийском океане. Но стоит вам пересечь невидимую черту в 5 морских миль, как идиллия рассыпается в прах. Этот остров – черная дыра на карте человечества. Это единственное место на Земле, где современному человеку официально запрещено существовать под страхом смерти, где современная цивилизация потерпела абсолютное поражение. Это изолированная система, закрытая, агрессивная, смертельно враждебная. Сентинельцы живут в полной изоляции более 60 тысяч лет. Они не знают огня, не умеют возделывать землю, но они виртуозно умеют убивать. 1956 год. Индия законодательно превращает остров в зону отчуждения. 2004 год. После сокрушительного цунами вертолет береговой охраны завис над берегом, чтобы сбросить гуманитарную помощь. Его встретил не измученный выживший, а одинокий воин, выпускающий стрелу в железную птицу. В ноябре 2018 года 26-летний миссионер Джон Аллен Чау решил нарушить запрет. Он подкупил рыбаков, чтобы те тайно высадили его на берег. «Меня зовут Джон, я люблю вас, и Иисус любит вас», – прокричал он, выходя на песок с Библией в руках. Его встретили стрелами. Рыбаки позже видели, как тело тянули по песку. Приговор был мгновенным. Сегодня правительство Индии официально запрещает приближаться к острову ближе, чем на 5 миль. Сентинельцы – единственный народ в мире, который де-факто обладает суверенитетом, не имея даже понятия о государстве. Здесь не действуют налоги, полиция или права человека в нашем понимании. Здесь действуют не наши правила. Здесь действует другой закон. Остров не ждет спасителей. Он ждет следующую цель. Вы больше не наблюдатель. Вы – цель. Вы привыкли думать, что Земля – это старая застывшая декорация, где все давно открыто и нанесено на карты. Вы ошибаетесь. Прямо сейчас, в ледяных водах Северной Атлантики, существует место, которое моложе вашей бабушки, и куда вам закрыт доступ под страхом тюремного заключения. Это не военная база и не секретная лаборатория. Это Суртсей, остров, который восстал из ада. Посреди холодных вод Атлантического океана, к югу от Исландии, лежит темное пятно суши. С первого взгляда почти идеальное. Строгие линии берегов, черный вулканический песок, чайки, лениво режущее небо. Здесь нет толп туристов, нет шума. Только ветер, океан и ощущение первозданной чистоты. Почти рай. 14 ноября 1963 года. Рыбаки первыми заметили черный столб дыма, поднимающийся из океана. Они думали, что горит другое судно. Но это был рождающийся остров.
Подводное извержение на глубине 130 метров продолжалось до 1967 года. Лава застывает, формируя черные скалы. Пепел оседает слоями, как пепел после кремации мира. Остров назвали в честь Сурта, огненного великана из скандинавской мифологии. Температура поверхности местами превышает сотни градусов. Это не Земля, это раскаленный эксперимент. И как любой эксперимент, он привлекает людей. Ученые со всего мира устремляются сюда. Суртсей становится живой лабораторией, где можно наблюдать, как рождается экосистема с нуля. Но даже здесь ошибка стоит дорого. Группа биологов, жившая в крошечном домике обсерватории, обнаружила нечто невозможное. Посреди безжизненного шлака проклюнулся росток томата. Сенсация? Нет, катастрофа. Выяснилось, что один из молодых ассистентов, вопреки строжайшему запрету, тайно сходил в туалет прямо на открытый грунт, не дойдя до специального контейнера. Росток уничтожили, почву прожгли химикатами, а виновника с позором изгнали. Его минутная слабость чуть не уничтожила чистоту эксперимента стоимостью в миллионы долларов. Одна человеческая биологическая улика могла переписать историю эволюции острова. Сегодня Суртсей закрыт для большинства людей. Доступ строго ограничен. Только ученые могут ступить на его поверхность. Суртсей остается единственным местом на планете, где время идет по своим правилам. Это не просто остров. Это предупреждение. Хотите узнать, какое следующее запретное место скрывает в себе угрозу глобального масштаба? Напишите в комментариях, верите ли вы, что человек способен оставить природу в покое хотя бы на одном клочке суши. Думаете, вулкан – это просто гора, из которой иногда течет лава? Вы ошибаетесь. Некоторые из них – это оружие планетарного масштаба. И один из них уже доказал это. Кракатау – это не просто вулкан. Это имя величайшей природной катастрофы в истории человечества, чей голос стал самым громким звуком, когда-либо зафиксированным на планете. Он выглядит почти невинно. Лазурные воды Зондского пролива, зеленые склоны, будто нарисованные акварелью, тропический рай между островами Ява и Суматра. Птицы, теплый ветер, спокойствие, которое усыпляет. 26 августа 1883 года. Сначала глухой гул, затем серия взрывов. А потом случилось то, что до сих пор считается одним из самых громких звуков в истории Земли. Звук был слышен на расстоянии более 4800 километров. Ударная волна 7 раз обогнула планету. Энергия извержения составила 200 мегатонн тротила, что в 13 тысяч раз больше мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму. В тот роковой день капитан судна Чарльз Балл, находившегося всего в нескольких милях от эпицентра, записал в журнале: «Мы живем в темноте, которую можно потрогать руками». Но истинный ужас познал не он, а жители прибрежного городка Аньер. Когда первый гул стих, люди вышли на берег, завороженные странным отступлением моря. Среди них был местный смотритель маяка. Он увидел на горизонте не волну, а черную стену, закрывшую солнце. «Бегите в горы!» – закричал он, но голос утонул в нарастающем реве. Город стерло с лица земли за 60 секунд. Раскаленный поток, смесь газа и пепла, пронесся по поверхности воды, сжигая легкие людей еще до того, как их настигла вода. Погибло более 36 тысяч человек. В 2018-м его частичное обрушение вызвало новое цунами. Без предупреждения, без сирен, без шансов, сотни погибших. История повторяется, только быстрее. Кракатау – это не просто вулкан, это напоминание о том, что Земля не принадлежит нам. Мы можем строить мегаполисы и запускать ракеты, но один вдох океанского дна способен стереть наше присутствие из истории. Вы думаете, что рай – это белоснежный песок и ленивый шепот пальм? Вы ошибаетесь. Взгляните на карту. Крошечные острова у побережья Папуа Новой Гвинеи выглядят как рассыпанный по лазурному атласу жемчуг. Но для тех, кто знает правду, это не жемчуг. Это дьявольский остров в Папуа Новой Гвинее. Место, где сама Земля – хищник.
С высоты птичьего полета он выглядит райским. Лазурная вода, обнимающая берег, густые зеленые джунгли, лениво колышущиеся под ветром, белые полосы песка, на которых не видно ни одного следа. Тихо, слишком тихо. Здесь нет толп туристов, нет лодок, нет шума цивилизации, только природа, и именно это должно насторожить. Потому что под этим изумрудным покровом скрывается не просто вулкан, это нестабильная геологическая ловушка, кипящая, дышащая, живая. Земля здесь не твердая, она временная. Геологи впервые зафиксировали аномалии в этом регионе в середине 20 века. Под островом активная магматическая камера, насыщенная серой, метаном и токсичными газами. Температура почвы в отдельных зонах превышает 90 градусов Цельсия. Но главное – нестабильность. Поверхность может выглядеть безопасной до того момента, пока не станет жидкой. 1978 год. Геологическая группа из Австралии высаживается на остров для изучения термальных аномалий. Руководитель экспедиции – доктор Майкл Хейс. Опытный, осторожный, человек, привыкший доверять приборам, а не легендам. Данные стабильны, температура в норме, газовый фон допустим. Именно это их и погубило. Один из ассистентов, молодой техник по имени Ричард, отходит от лагеря всего на несколько десятков метров. Он делает шаг, потом еще один, и вдруг останавливается. Земля, она мягкая. Говорит он в рацию. Через секунду поверхность под ним проваливается, просто исчезает. Под тонким слоем почвы кипящая грязевая масса, температура свыше 100 градусов Цельсия. Команда пытается добраться до него, но земля вокруг начинает дышать, пузыриться, трескаться, выбрасывать струи газа. Подходить значит погибнуть. Спасать было некого. Сегодня доступ к острову фактически запрещен. Ни спутники, ни датчики не могут точно предсказать, где Земля останется твердой, а где превратится в ловушку. Дьявольский остров не ревет, не взрывается и не кричит. Он шепчет и ждет. Здесь нет хищников, нет войн, нет людей, потому что здесь сама планета напоминает «ты – гость». И если ты забудешь об этом, Земля просто исчезнет у тебя под ногами.